Здравствуйте, говорит Татьяна Дьяченко. Это история дочери нарциссической матери, которая никогда не интересовалась о ее состоянии. Вот пишет Марина. Моя мама несколько лет назад явилась ко мне и объявила, что вот она уже не может, а и ремонт ей никто не может сделать. То есть это манипуляция на жалость. Она не пришла и прямо не попросила ее дочка сделать ремонт, а сказала, вот я такая немощная, никто мне не может ремонт сделать. А я посмотрела на свои стены, на которые без слез не взглянешь, просто разозлилась. Скакать на всех празднествах не проблема, а ремонт ей сделайте. Но у нее есть муж, в конце концов, мой отец, а она идет ко мне с претензией, что я должна делать ей ремонт. А я с двумя маленькими детьми и воспитываю их совершенно одна. Муж приезжает раз в месяц на выходные. Вот про детство даже говорить не буду, там вообще оврал. Она прямо ухом к моей двери прикладывалась, постоянно преследовала, контролировала, и я была под постоянным ее взором. Она приходила ко мне с претензиями, истериками, каждодневной критикой. А я, такая глупая, велась и думала, что если еще это для нее сделаю, или это для нее сделаю, вот, наконец, она меня полюбит. Ну и вот манипуляции, контроль, обесценивание – это все черты нарциссической матери. И дети думают, что они виноваты, что они делают недостаточно, вот надо сделать еще больше, и вот тогда, наконец, мама полюбит. Мама оценит, но их осуждают и внушают им вину для того, чтобы потом было легче использовать. А любовь, которую никогда не достичь, висит как морковка, чтобы мотивировать на эти действия. И вот дальше она говорит, она как-то приехала на мой день рождения, ну это мать приехала, и вместо того, чтобы сказать тост, рассказывала только и исключительно о себе любимой. В том числе и в первую очередь о том, что она хочет молодого любовника, а не тех стариканов, которые к ней клеются, чтобы он был таким же интересным, как я. И что ее покойный муж, то есть мой папа, был богом. Хотя несколькими годами ранее она мне говорила, что она плакала, и мой отец ее насиловал, а тут вдруг стал несравнимым богом. И в целом было такое чувство, что она рисуется перед моим мужем, что она еще вся такая, любовничка и подавай молодого. Вот это признак нарциссического расстройства, грандиозный образ «я». И новый любовник должен как минимум быть в ее глазах таким же привлекательным, как я, потому что со мной интересно. Но вот это выглядит как инцест. И в то же время она говорит, что она считает себя неотразимой красоткой, высмеивает меня за мою внешность при моем муже. И вот мне мерзко и то, и другое. Я не знаю, как от этого отмыться. Ну, то есть вот для нее дочка – это с одной стороны любовник, а с другой стороны конкурентка. И, конечно же, я могла бы попросить, чтобы меня забрали в психушку, хоть куда, лишь бы подальше от нее, но так, что я больше никогда ее не видела и не слышала. Но полностью я вышла из ее манипуляций, когда умер папа. Месяца 4 прошло после папиной смерти. Она пришла к нам ночевать и начала мне высказывать, что я не такая дочь. Вот ее двоюродная сестра ей каждый день звонит и анекдоты рассказывает, а я такая рассекая, даже не звоню, не справляюсь о том, как несчастная вдова убивается горем. Ну, то есть Марина тоже потеряла отца, у нее тоже горе, но мать считает, что Марина должна ее поддерживать, а та ей ничего не должна. Это тоже признак нарциссизма, отсутствие эмпатии. То есть у нее эмпатия к себе, но не к другим. После этого разговора я слегла на 3 дня, как в детстве. Я не знаю почему, но после ее заяв я часто сваливалась без сил и не могла встать. Так вот, на 3-й день до меня вдруг дошло, у меня слайдами в моей памяти пошли все ситуации о том, как она от меня требовала разного, всякого, но ни разу не спросила, как я. А я в эти месяцы горевала по отцу. Стою как-то возле окна, через которое я видела тот участок земли, где мы с папой за 2 дня до его смерти убирали дубовые листья. И тут в моей голове наконец возник правильный вопрос. А где я? Я ведь есть.
Я как будто впервые в этих отношениях с мамой обнаружила меня саму. То есть раньше меня никогда не было, а тут вдруг появилась я. И до меня наконец дошло, ведь она ни разу, ни при каких ее выпадах не спросила, как я себя чувствую. Для нее есть только она сама, а остальные просто обслуживающий персонал. В общем, каким-то чудом я вдруг обрела себя и, наконец, похоронила ее в своей психике. Нет у меня мамы, слава богу, иначе бы я ощущала этот постоянный инцест. Я бы не смогла объяснить себе ее рисование или понтов, про то, какая она неотразимая по сравнению со мной, конкурируя со мной в присутствии моего мужа. Но вот у нарциссической матери нет материнского инстинкта. Они могут использовать своих детей в сексуальных целях или смотреть на дочку с завистью, как на конкурентку. И вот здесь и то, и другое. Два в одном. Они могут совращать мужа дочери, разрушая семью. То есть у нормальной матери есть забота о своем потомстве, есть вот этот альтруизм врожденный, чтобы передать вперед, чтобы род продолжался. А нарцисска заботится только о себе. После нее хоть потоп. Есть только одно чувство – удовлетворить свои низменные потребности. Власть, контроль, секс, деньги – вот это вот то, что ей надо. И поэтому заслуживать любовь такой матери не надо, а надо от нее защищаться. И вот очень хорошо, что у Марины наконец пришел этот вопрос, а где я? И она смогла вернуть себе себя. И это самое главное, что надо сделать, когда вы пережили нарциссический абьюз. Найти себя, сказать себе, что вы имеете право существовать и восстановить себя. И какие методы для этого, для возвращения себе себя, смотрите в плейлисте на моем канале «Любовь к себе». А чтобы больше знать о нарциссических матерях, предлагаю мою книгу «Мать – это святое». Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, пишите вопросы, комментарии, свою историю. Если хотите записаться на консультацию, переходите на мой сайт, страница услуги. До свидания, это была Татьяна Дьяченко.